данном видео расскажу про дистрибутив Zorin OS. Данный дистрибутив основан на Ubuntu и доступен в нескольких версиях. Платная версия Pro и бесплатная версия Core и Lite. Версия Lite поставляется с более легковесной оболочкой LXDE. В данном же видео расскажу про версию Core. В данной таблице можно увидеть различия разных версий. Также существует отдельная версия для образовательных учреждений, которая поставляется с дополнительным софтом. Начнем с установки. Загрузчик предоставляет 3 режима установки на выбор. Это обычный режим, режим с безопасной графикой и режим с использованием современных NVIDIA драйверов. Выбираю стандартный режим. Происходит проверка файловой системы, которую можно пропустить, нажав комбинацию клавиш Ctrl-C. Установщик используется такой же, как в Ubuntu. Выбираю язык. Устанавливаю необходимые галочки. При разметке диска также есть дополнительные возможности. Я же размечу диск вручную. Выберу отведенные ранее 38 гигабайт свободного пространства. Выбираю часовой пояс. Задаю имя пользователя и пароль. И происходит установка. После этого перезагружаю систему. Отсоединяю загрузочную флешку и нажимаю Enter. Так как у меня установлены 2 системы, открывается консоль загрузчика Grub. Для того, чтобы это исправить, в BIOS выберу, откуда грузиться. Появляется список доступных для загрузки систем. Также можно выбрать дополнительные опции загрузки.
При первом запуске система предлагает пройти тур. При помощи приложения Zorin Appearance можно менять вид рабочего стола. Цвет выделения, а также переключаться на темную тему. Далее система предлагает синхронизироваться с сетевой учетной записью. На канале у меня уже есть видео о том, как это сделать. О приложении Zorin Connect я расскажу позже. Также доступен центр приложений и раздел помощи на официальном сайте Zorin. Также система предлагает установить обновления. Установлю их. И перезагружу. Ядро используется в версии 6.5. GNOME версии 43.9. В качестве графического сервера используется X11. Пакеты обновляются из репозитория Ubuntu и собственного репозитория Zorin OS. Установлены драйвера NVIDIA, и система выглядит следующим образом. Со включенным ABS система потребляет 2,7 гигабайта оперативной памяти. Первой отличительной особенностью данного дистрибутива является то, что можно запускать файлы с расширением exe и MSI, то есть расширения, используемые в Windows. Например, попробую установить
WinRAR. Запускаю Exe установщик. Система предлагает установить поддержку приложений Windows или использовать альтернативу, что является более предпочтительным. Установлю поддержку приложений Windows, что позволит запускать Windows приложения в Zorin OS как нативные. Попробую создать архив. И разархивирую его. Как можно увидеть, все работает. А для запуска WinRAR система использует Wine. В меню также появился отдельный пункт, позволяющий запускать установленные приложения. Система имеет следующие системные требования. Также разработчики планируют выпустить версию для Raspberry Pi. Устанавливать приложение можно из магазина приложений. Там выбираются репозитории между Zorin OS, Ubuntu, FlatHub и Snap Store. Также поддерживаются деп-пакеты, App Image, Windows приложения, о которых я рассказал ранее. Также можно добавить apt или PPA репозитории. Ну и устанавливать приложение через Synaptic, которое необходимо установить через центр приложений.
Далее перейду к играм. Как и в Ubuntu, можно установить Steam. Останавливаться на Steam я не буду, а рассмотрю другие приложения. Следующее приложение это Lutris. Это игровой менеджер, который позволяет устанавливать игры, например, с Origin, Ubisoft Connect, Epic Games и прочие. Сначала я пробовал установить и войти в Ubisoft Connect, затем в Origin, но у меня так ничего и не получилось. Epic Games Store заработал сразу. Также здесь доступны и другие раннеры. А также другие источники игр. Запущу Epic Games Store и попробую установить какую-нибудь игру.
Данная игра запустилась. Удалить библиотеку можно следующим образом. Следующее приложение — это Heroic Games Launcher. Позволяет запускать игры из Epic Games и GOG. Также попробую установить и запустить какую-нибудь игру. И последнее приложение для игр, которое я рассмотрю, это itch.io, которое позволяет запускать инди-игры. Здесь также необходимо зарегистрироваться и авторизоваться. Я же пропущу данное приложение, чтобы не затягивать видео. Ну и последнее приложение, которое я рассмотрю, это Zorin Connect. Оно позволяет соединить компьютер и Android устройство, а именно синхронизировать уведомления и сообщения между устройствами, обмениваться файлами и фотографиями, контролировать мышку и клавиатуру компьютера с Android устройства, управлять презентацией с телефона, контролировать воспроизведение музыки и видео. Для этого скачаю приложение Zorin Connect на смартфон.
Здесь можно произвести необходимые настройки. Например, попробую отправить файл. Файл успешно отправился. Далее воспроизведу видео и его можно ставить на паузу. Также можно запускать команды. Например, заблокирую экран. Перемещая палец по смартфону экрана, можно управлять курсором мышки. Контекстное меню вызвать у меня так и не получилось. Также можно использовать клавиатуру. Символы печатаются с большой задержкой или не печатаются вовсе. Также доступны другие возможности. На этом обзор данного дистрибутива завершен. Пишите ваше мнение по поводу данного дистрибутива в комментариях. До встречи в следующих видео.